Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Оксана, я биолог, и на канале мы поднимаем различные темы, связанные не только с биологией поведения, но и со смежными науками, такими как этология, психология и даже психиатрия. И сегодня я как раз хотела бы отойти немножечко от фундаментальных тем и поговорить на тему, связанную с психологией, немного с психиатрией, типологией личности. Я хочу обсудить личность и личностный психологический портрет такого публичного деятеля, как Дональд Трамп. Очень яркий, одиозный политик, 45-й и теперь 47-й президент Соединенных Штатов, одного из крупнейших государств в мире. То есть личность очень яркая, харизматичная. И давайте разберем, попробуем разобрать на основании того публичного образа, который он создает, и на основании общепринятых критериев разобрать его психологический портрет, поскольку мне кажется, во-первых, он является очень удобным таким объектом, да, для того, чтобы рассмотреть, как проявляются разные черты. Он очень много появляется на публике, и с этой точки зрения интересно то, как мы можем прогнозировать какие-то поступки, прогнозировать поведение человека, основываясь не на его каком-то жизненном опыте, политическом бэкграунде, да, а эту тему я постараюсь не касаться сегодня, и, в принципе, я вам честно признаюсь, что я не разбираюсь в политике, не слишком хорошо знаю историю, связанную с данной личностью, но мы попробуем разобраться в характере. И вот разберемся в том, насколько же характер дает нам возможность предсказать какие-то поступки, действия человека. Итак, начнем с разбора по системе «Большая пятерка». Это наиболее общепринятая в настоящий момент система определения черт личности. У меня есть о ней большое видео об истории разработки. Это система, которая разрабатывалась несколькими поколениями психологами. Она хорошо проверена, проконтролирована, отвалидирована. И вот любой человек может себя проверить, определить, как он соотносится с другими по определенным критериям, которые являются, скажем так, свойственными для всех. Вот каждый из нас имеет определенную характеристику по данной шкале. Итак, начнем с признаков, которые наиболее ярко проявлены у Дональда Трампа. И первый признак из 5 – это экстраверсия. Экстраверсия, существуют разные трактовки данного понятия, но в данном случае в рамках большой пятерки она рассматривается как ориентация на внешний мир и общение с людьми. То есть не внутренняя ориентация человека на свои собственные мысли, переживания, а направленность на активное взаимодействие с окружающей средой, с людьми и обстановкой. И вот в данном случае у Дональда Трампа очень высокий показатель. То есть весь его публичный имидж, который он выстраивает, он основан на таком вот активном преобразовании, изменении среды и на контакте с избирателями. То есть он эмоционально вступает в эмоциональный контакт, проявляет себя как такая харизматичная личность, харизматичный лидер. И в данном случае показатель экстраверсии действительно будет очень высоким. Хочется немножечко еще добавить сюда такой момент, как психиатрический момент и характеристика расстройства личности. Мы с вами говорили, что любое расстройство личности может быть соотнесено с нормальными чертами личности, и оно выглядит как некоторое преувеличение определенных характеристик. И мы будем говорить, для каких расстройств личности будут характерны слишком гипертрофированные признаки. В данном случае такая преувеличенная экстраверсия, она характерна для представителей кластера B. Это, в частности, истерическое, нарциссическое и диссоциальное или антисоциальное расстройство личности. Вот когда данные критерии превышают. В экстраверсии есть еще некоторые субшкалы, да, скажем так, характеристики, которые входят сюда, которые помогают нам полнее понять эту шкалу, да, это понятие. И сюда входит, в частности, активность в какой-то общественной, да, деятельности, и сюда Дональд Трамп идеально попадает, потому что действительно вся его жизнь, она выстроена на экспансии, на создании и генерации каких-то новых проектов. Он попробовал себя в очень многих областях деятельности, начиная от строительного бизнеса, да, с которого он начинал, на котором он заработал и
в какое-то время потерял, да, большую часть своего капитала. Он занимался шоу-бизнесом, пробовал себя в качестве актера, имел собственное телешоу, был владельцем конкурса «Мисс Вселенная», то есть можем сказать, что его поле деятельности очень широкое. Поэтому, безусловно, по активности очень высокий балл. Поиск возбуждающих стимулов. Поиск возбуждающих стимулов характерен для людей, которые тяготятся скучными какими-то однообразными занятиями, да, то есть им важно все время менять деятельность. И вот то, что мы только что объяснили, вот эти вот все характерные признаки, они, естественно, можно их отнести к поиску возбуждающих стимулов. Кроме того, вот то, как он несколько раз пробовал себя в президентской гонке, да, когда ему задавали вопрос в интервью, что если вы все-таки станете президентом, обрадует ли вас это, и он сказал, что для него важнее скорее сам процесс, да, то есть процесс охоты. Вот этот вот процесс охоты, поиска возбуждающих стимулов, он является, те, кто смотрит канал, больше знает, да, о нейрофизиологии поведения, это как раз-таки такое поведение, обусловленное действием дофамина. Вот это вот тоже очень характерно для людей такой экстравертной направленности, то есть им скучно в однообразной обстановке. И еще один признак – это настойчивость. Настойчивость, то есть последовательность в добивании достижения, да, каких-то целей. Человек не останавливается перед неудачами, продолжает еще. Ну, чего стоит та же самая предвыборная гонка, проиграв предыдущие, да, 46-е выборы, он не отчаялся и хорошо подготовился к 47-м, собственно, и выиграл им таким образом, поскольку вот эта вот подготовка во многом это такая публичная деятельность, как мы сказали, да, это агитация, это организация кампаний, поэтому, в общем, можем сказать, что все высокие баллы. И вот эти вот три признака, которые перечислены, они свойственны при особом заострении в характере для нарциссического и диссоциального расстройства личности. Отметим это себе и пойдем дальше. Следующий признак, который можно особо отметить у Дональда Трампа, это высокий нейротизм. Нейротизм включает в себя несколько измерений. Тот, к которому мы привыкли, традиционно связан с переживанием негативных эмоций. По сути, нейротизм, он противоположен такой личностной характеристике, как стабильность, как эмоциональная стабильность. То есть, можем сказать, что нейротизм – это подверженность действию сильных эмоций, их колебанию и зависимость поведения от эмоций. И в данном случае, если мы говорим о том, что существует несколько измерений нейротизма, некоторые из них это депрессия и тревога. Можем сказать, что мы не отмечаем, да, на основании такого публичного образа сильной подверженности данным эмоциям. Мы не знаем, как человек себя ведет наедине, да, в какой-то более комфортной атмосфере, но тем не менее. Но та черта, которая очень сильно заострена у Дональда Трампа, это гневливость, то есть конкретно подверженность эмоций гнева. И его, как люди, которые его биографы, да, так и те, в общем-то, кто с ним общается, те, кто берет, скажем так, берется за составление его портретов психологических характеристики, не всегда это отмечают, то, что эта черта, нельзя сказать, что она как-то связана с его публичной деятельностью, каким-то там личной историей, поскольку это было характерно для него еще в детстве. Его биографы рассказывают о том, что еще с самого раннего детства у него были вот эти вот признаки гневливого такого, да, нестабильного поведения, склонность к дракам, склонность к скандалам в школе с учителями, даже говорят о том, что он применял физическую силу, да, по отношению к учителям и сверстникам, и якобы для того, чтобы направить это каким-то образом в мирное русло, для того, чтобы дисциплинировать его, он был отправлен родителями в военную академию. То есть это вот еще один такой этап личностный, биографический, который, тем не менее, отсылает нас как раз-таки к личностным характеристикам. И говорят, что ему это пошло сильно на пользу. То есть можем поставить очень высокий балл по нейротизму. И то, что касается данных измерений, можем отнести сюда такой показатель, как враждебность, да, в качестве
субшкалы нейротизма. Высокий уровень враждебности, который проявляется не только в тех историях, которые мы уже обсудили, но и, в общем, и в его публичном поведении. Он часто, не стесняясь, оскорбляет своих оппонентов, партнеров, да, тех людей, с которыми приходится взаимодействовать, особенно когда у него случаются конфликты, он не выходит, не пытается из них выйти каким-то образом корректно, он склонен к оскорблению. Таким образом, можно поставить очень высокий балл по шкале враждебности. Импульсивность – это то, что мы уже обсудили, импульсивность и гневливость, и данные показатели свойственны, опять-таки, для двух расстройств личности. Это диссоциальное и нарциссическое расстройство личности. То, что касается импульсивности, еще пограничное расстройство личности, но тут мы видим мало примеров отсылающих. И еще один показатель, который входит в шкалу нейротизма, это пониженная застенчивость. И как раз мы понимаем, что данного нет, да, человек себя демонстрирует во всей красе, себя вовсю нахваливает, требует от других того же самого, и поэтому пониженная застенчивость тоже отсылает нас к нарциссическому и антисоциальному или диссоциальному расстройству личности. Следующий признак, о котором мы поговорим, он также экстремально проявлен у Дональда Трампа, но только уже в обратную сторону, это конформность. Конформность или доброжелательность. Подразумевается, понятно, да, что под этим, то есть это склонность к эмоциональному контакту, к налаживанию личных положительных таких связей, установлению, ну, соответственно, взаимопомощь и все то, что направлено на такое вот комфортное взаимодействие с окружающими людьми. Сюда входят субшкалы доверия, честности, альтруизма, уступчивости, скромности, опять-таки. И мы понимаем, что все эти признаки на основании тех даже фактов, да, которые мы уже обсудили, они находятся на экстремально низком уровне. И опять-таки, какие расстройства личности это характеризует? Диссоциальное и нарциссическое расстройство личности. Следующий показатель, который нам следует обсудить, это открытость новому опыту. Открытость новому опыту подразумевает способность перестраивать свои планы, свои когнитивные схемы в ответ на внешние события. На основании той информации, которая есть о Дональде Трампе, он часто становился жертвой, скажем так, именно своих стереотипов, да, потому что не мог вовремя перестроить какие-то свой образ действия под изменившуюся ситуацию. И мы можем сказать, что это в некоторой степени этот показатель, он противоположен такому показателю, который мы уже обсуждали, это настойчивость. То есть если говорить, что существует некоторый баланс открытости опыта как когнитивной гибкости и в противовес этому настойчивости, то как раз вот здесь вот у Дональда Трампа будет явный перекос, да, перевес в сторону настойчивости. То есть когнитивная гибкость, мы можем сказать, что она находится на среднем уровне. Хотя, безусловно, для того, чтобы быть успешным бизнесменом, политическим деятелем, она нужна. И тут вопросов никаких нет. То есть, безусловно, он проявляет некоторую гибкость, но все-таки адаптивность, вот этот вот интерес к каким-то новым проектам, он уступает такому вот эгоцентризму определенному. Субшкалы, которые сюда входят, это склонность к фантазированию. Ну, кстати говоря, вот здесь можно поставить достаточно высокий балл. Если говорить, что идет просадка, то не за счет этого, поскольку как раз его часто обвиняют в том, что его проекты, его идеи, они носят такой вот нереалистичный, да, фантазийный характер. Но опять-таки фантазирование это не в плане генерации каких-то новых идей, а в плане каких-то неожиданных поступков, скажем так. Сюда же входит непредсказуемость, пожалуй, тоже можно поставить достаточно высокий балл, и моральный релятивизм. Вот здесь вот я думаю, что очень высокий балл, потому что действительно моральными какими-то нормами он очень хорошо жонглирует, да, то есть управляет. Не обязательно, то есть человек должен быть экстремально высокие баллы для того, чтобы
быть способным приспосабливаться под окружающую среду. То есть мы, и, кстати, хочется еще обратить такое внимание, то, что он является главой, то есть он выдвигался от партии республиканцев. Да, это как раз-таки та партия, которая за традиционные ценности, за консервативные ценности, сохранение, поддержание каких-то вот институтов, за некоторую, скажем так, национальную идентичность, да, не будем называть это ксенофобией, но тем не менее это ближе к данному полюсу, то все-таки это партия, которая направлена как раз-таки противостоит изменениям, да, вот такому вот плюрализму и введению всему нового. Ну, мне кажется, что возможно, это полностью и не отражает, да, в его характере это не отражено, но тем не менее, как бы, по крайней мере, тот публичный образ, который он создает, он тяготеет именно к большему консерватизму. Ну, и поэтому, соответственно, все-таки не скажем, что у него экстремально высоко проявлена эта открытость опыту. Ну, и последний признак, который у нас остался, который мы еще не разобрали в рамках большой пятерки, это добросовестность. Добросовестность – это способность самоактуализироваться, следовать определенному плану, выполнять свои обещания, составлять, опять-таки, планы на будущее и умение им следовать. И что мы можем сказать в этом плане? То, что, ну, с учетом того, что действительно человек реализовал себя в многих сферах, все-таки у него есть, да, эта способность самоактуализироваться. То есть он не ведет полностью какой-то антисоциальный образ жизни, то есть нет экстремально низких значений, но нет и экстремально высоких значений по данному признаку, поскольку все-таки то, что мы говорили, он достаточно легко меняет свое мнение, меняет планы. Если они ему не удаются, то он просто пытается продавить свое мнение. Если это не удается, тогда он просто меняет план действий. Таким образом, можно сказать, что эти значения достигают среднего уровня, по крайней мере, нет в публичном, скажем так, в публичном образе нет ничего, что поддерживало бы такой крайний консерватизм, добросовестность, честность, там, приверженность своему слову. К тому же, что мы знаем, что даже на примере последних событий он очень часто говорит, да, какие-то вещи, а потом сам удивляется, делает вид, что он этого не говорил. Вот как раз такое поведение, оно и противоречит данному критерию добросовестности. Поэтому скажем, что все-таки экстремума по данному признаку у нас не наблюдается. Итак, друзья, что мы видим? Больше всего признаков у нас за два расстройства личности. Это нарциссическое и диссоциальное или антисоциальное расстройство личности. Это вот если рассматривать по аналогии с критериями большой пятерки. Однако, насколько мы знаем, существуют собственные критерии диагностики у расстройств личности, и описанные в DSM-10, да, еще в частности в 11, как я уже рассказываю, в соответствующем видео можете посмотреть, эти критерии размываются, то есть личность характеризуется по определенным доменам, кластерам, и даже отдельные расстройства сейчас не выделяются. Ну вот мне кажется, что в данном случае как раз это очень хорошо, потому что если бы мы говорили, что Дональд Трамп имеет определенное расстройство личности, то есть он имеет какие-то дезадаптивные паттерны, которые сопровождают его всю жизнь, консервативные, то мы бы как раз сомневались между этими двумя расстройствами личности. Но поскольку проблем таких с законом криминального характера у него нет, да, то, в общем-то, оснований ставить какие-то диагнозы у нас тоже нет, но мы можем сделать предположение, что именно к этим двум кластерам, к этим двум доменам есть тяготение. И если мы посмотрим по критериям расстройства личности, в частности нарциссического, такие показатели, как завышенное самомнение, уверенность в собственном превосходстве над другими людьми и постоянная потребность в внешнем восхищении, мы можем сказать, что, конечно, для него характерны все эти признаки. Он постоянно, во-первых, сам себя открыто нахваливает, он нахваливает свои качества как политика, качества как человека и как мужчины, да, вот это вот тоже очень яркая такая черта нарциссизма. Они подчеркивают свою сексуальность и свой
свою интересность, да, привлекательность до противоположного пола. Множество сексуальных скандалов, в которых он задействован. Он постоянно говорит о том, что все женщины, с которыми он контактировал, проявляли к нему интерес, пытались с ним флиртовать, то есть он всегда это подчеркивает. Кроме того, эти вот комплименты, да, и он ждет этого же от других людей. И вот немного, наверное, в конце поговорим о том, как, в принципе, общаться с такими людьми. И вот это вот немаловажный фактор успешного взаимодействия с человеком, который имеет заостренную нарциссическую акцентуацию или же даже расстройство личности. А теперь давайте немного сосредоточимся на такой вот антисоциальной или психопатической стороне. Да? Давайте пробежимся по критериям, которые характеризуют психопатию. На канале есть несколько видео о психопатии, пожалуйста, посмотрите, если вам интересно, и вы еще не видели. Там полный разбор того, какие критерии существуют и что это, в принципе, за категория. Это не диагностическая категория, да, то есть это не болезнь, это не расстройство, это просто определенное состояние человека, его характера, при котором он обладает ряд черт, которые делают его более склонным к совершению в том числе антисоциальных поступков и, скажем так, притупляют несколько его социальную чуткость, чувствительность и притупляют его социальные эмоции. Итак, критерии соответствия мы сейчас рассмотрим по списку Хейера. Это диагностический признак психопатических черт, по которым психиатр Роберт Хейер предлагал определять наличие у человека такого вот психопатического склада характера. Мы не говорим сейчас о том, что он является преступником или имеет какое-то расстройство личности, и уж тем более психическое заболевание. Итак, начнем с начала. Первые пункты данного списка, они включают поверхностное обаяние, болтливость и такую вот поверхностную харизму. И мы можем сказать, то, что мы с этого начали, да, вот, в принципе, с экстраверсией это во многом пересекать. Мы можем сказать, что это в полной мере характеризует сегодняшнего нашего представитель, да, сегодняшнего респондента. Дональд Трамп действительно известен своим красноречием, способностью уговаривать, способностью вести переговоры, привлекать внимание. И вот можем сказать то, что мы поставили бы ему, можно трехбалльная система оценки, можно поставить 0, 1 или 2 балла по каждому из пунктов, и мы бы сказали, что здесь уверенные 2 балла он имеет. Следующее – это преувеличенное чувство собственной значимости. Как мы сказали уже, это черта, которая характеризует нарциссизм. Да, он действительно имеет повышенное чувство собственной значимости, которое постоянно демонстрирует и подчеркивает. И некоторые искажения самовосприятия, да, связанные с ним, то же самое. Я думаю, что можно поставить максимальный балл. Следующее – потребность в психическом возбуждении. Мы видим, что некоторые признаки, они пересекаются с признаками большой пятерки. То же самое можем сказать, 2 балла можем поставить, потому что потребность в том числе не только во внимании, но и в некотором провокативном поведении, в привлечении такого вот внимания путем создания скандалов, путем накала, да, обстановки, это все присутствует. Патологическая лживость. Не знаю, насколько мы можем говорить патологическая, да, на основании, опять-таки, публично доступной информации, но действительно многие факты, которые были озвучены Трампом в одни периоды времени, были опровергнуты им же в другие, или он неоднократно был увлечен журналистами, да, в несоответствии высказываний действительности. Поэтому можем сказать, что 1 балл он точно набирает по данному признаку. Тут еще такой момент, что патологическая лживость, она больше определяется в личном общении, потому что одно дело, когда человек лжет с какой-то целью, например, создание имиджа, достижение каких-то целей, обогащение, это ложь с определенной целью. И, то есть, в принципе, это не характеризует человека как психопата. Это может характеризовать какого-то там эгоистичного, да, но это не характерно для психопатии. Патологическая лживость подразумевает ложь тогда, когда она не приносит никакой пользы, то есть когда она не нужна человеку, в принципе, да, для достижения каких-то целей. Поэтому это такой критерий, с которым нужно быть осторожным, лучше его изучать на близкой дистанции. Следующий критерий – это манипулятивность,
то, что называют, можно еще называть, да, макиавеллизмом, склонность к мошенническому, обманному поведению. Ну, опять-таки, обвинения в манипуляциях с фактами звучат регулярно, поэтому можем сказать, что, в принципе, тоже характерно. 1 или 2 балла, я не знаю, потому что, в общем-то, не слишком глубоко, да, знаю, насколько эти факты расходятся. Следующее. Отсутствие раскаяния в чувстве вины. Абсолютно точно, можно поставить 2 балла смело, я думаю, потому что он не только подчеркивает отсутствие раскаяния в своих поступках, в оскорбительных действиях против других людей, но он еще этим и гордится, да, то есть он обычно сам это подчеркивает, поэтому 100% можно поставить здесь высокий балл. Поверхностность эффективных реакций. Имеется в виду эмоциональные реакции, которые демонстрируются специально, нарочито. Сюда можно привести пример, например, публичных выступлений, когда человек самостоятельно вызывает у себя какие-то эмоции. Можем сказать, конечно, о том, что это характерно, но насколько это является прям определяющим характера вопрос. Бессердечие и отсутствие эмпатии. Ну, об этом тоже неоднократно говорили, о том, что как своих конкурентов он безжалостно добивает, да, по крайней мере, оскорбляет их, портит им репутацию, так и людей, которые против него что-то говорят. Таким образом, по этой категории достаточно высокий балл, я думаю, можно поставить. Кроме того, давайте еще сюда отметим то, что, в принципе, вот этот вот признак консерватизма определенного, ассоциации себя с определенными группами людей, да, и враждебное отношение против целых групп, национальностей, это уже как раз-таки является тоже показателем сниженной эмпатии и определенного такого вот оценочного отношений, поскольку глубокая эмоциональная эмпатия, она предполагает эмпатическое отношение ко всем представителям данного вида. Если человек уже для себя делит на какие-то категории, к которым он определенно относится враждебно, то и все виды ксенофобии, они как раз-таки предполагают сниженную эмпатию к своему виду, потому что, как мы говорили, эмпатия – это автоматическая реакция сочувствования, вчувствования, перенятие, да, эмоций у другого. Следующий. Паразитический образ жизни. Ну, честно говоря, мне сложно судить об этом. Все-таки, опять-таки, бизнес – это такая область там, где нужно что-то делать, да, потому что люди, которые добиваются, они хотят или не хотят, пользуются какими-то ситуациями. Поэтому, ну, каких-то таких прямых фактов о том, что он пользуется чужими средствами, чужими капиталами, я не знаю. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите аргумент за этот пункт в комментариях. Следующий. Слабый поведенческий контроль. И можем вспомнить эти вот истории как раз-таки с драками, с спровоцированными оскорблениями. Можем сказать, что в этом плане действительно можно поставить, можно отметить это как характерную черту беспорядочные половые связи. В данном случае мы знаем, что он имел несколько браков, да, в том числе длительных браков, в которых у него есть дети, фигурирует во множестве секс-скандалов, но надо сказать, что многие из этих скандалов он как бы создает, провоцирует сам, опять-таки, с целью поддержания того самого публичного имиджа, поэтому тут, мне кажется, нельзя однозначно судить и ставить какие-то высокие баллы по этому пункту. То, что есть желание продемонстрировать это, которое, в принципе, характерно для людей нарциссического склада, продемонстрировать свою востребованность, да, но насколько это соответствует реальности, мы сказать не сможем. Проблемное поведение в детстве упоминали, да, то есть было оппозиционное поведение, драки, в том числе, опять-таки, связанные с старшими людьми, то есть можем сказать, что ему это свойственно. Не факт, что в каком-то патологическом варианте, но это как черта характера как раз характеризует его. Импульсивность. Обсуждали уже безответственность.
Ну, опять-таки, если говорить там обвинения, да, со стороны оппонентов, то, конечно, его обвиняют в том, что он безответственно подходит к управлению, к выдвижению каких-то своих программ, вот это вот то, что его обвиняют в популизме в том числе, в непоследовательном подходе к своим программам, выполнению обещаний, ну, можно это поставить какой-то балл за безответственность в данном случае. Неспособность нести ответственность за собственные действия, ну, это уже относится к такому, знаете, больше вот последние пункты, они пошли о таком откровенно антисоциальном поведении, которое обычно связано уже с криминальным поведением людей, поэтому нельзя сказать наверняка, что что-то из них характерно. Неоднократные недолгие браки. Множество, да, мы сказали, было несколько браков, являются ли они недолгими, по крайней мере, несколько лет они длились, но, скажем так, отсутствует такая склонность к такой жесткой консервативной моногамии, да, которая есть у некоторых людей, многие, в том числе президенты прошлое США, имеют один брак, в принципе, в течение длительного времени. Ну, здесь имеет место серия браков, что, в принципе, характерно нормально для нашего вида, да, мы серийно-моногамный вид, поэтому это есть. Дальше у нас идут такие вот пункты, которые характеризуют уже, связаны с криминальным поведением, то есть это подростковое нарушение закона, отмена условного освобождения, то есть, опять-таки, криминальные поступки и разнообразие преступной деятельности. То есть, думаю, что не стоит останавливаться, нам неизвестно ничего о его каким-то криминальном привлечении, да, хотя, конечно, множество дел там связанных с репутационными скандалами, с секс-скандалами, они есть в его биографии, но опять-таки, ничего, там, по-моему, одно дело дошло до суда, такое репутационное тоже, но ничего более этого нет, поэтому мы не будем обсуждать. Итак, что мы видим? Мы видим, что больше всего пунктов по вот данному перечню у нас было, наибольшее совпадение было в первой части списка. Первая часть списка, она, в принципе, характеризует первый фактор психопатии, это хладнокровное бессердечное отношение, хладнокровность, бессердечность. И можем сказать, что вот по первому фактору как раз-таки достаточно высокие показатели у Дональда Трампа, тогда как то, что связано с фактором 2, беспорядочный образ жизни, антисоциальное поведение, здесь, конечно, меньше. Ну и, в общем, это логично, потому что перед нами человек публичный, который имеет определенную репутацию, который достиг определенного уровня, и если бы он был уже настолько антисоциальным, то, скажем так, он просто не мог бы себя удержать в этих рамках. Поэтому высокий фактор 1 психопатии. И давайте вспомним еще одно видео, я вам напомню его, о том, как соотносится нарциссизм и психопатия при разных сочетаниях. И как раз мы можем сказать о том, что высокий нарциссизм, он соотносится обычно с первичной психопатией или с как раз-таки фактором 1 психопатии. И вот мы видим, что в данном случае как раз у нас есть вот это вот совпадение, потому что действительно высокие показатели по нарциссизму и по такому хладнокровному, бессердечному отношению. Хотя, возможно, опять-таки, это только публичный имидж, возможно, сам человек, он имеет близкие, теплые отношения в реальной жизни. Мы уже это оговаривали, то что мы сейчас не об этом. Итак, друзья, вот что у нас получается. Вот такой вот у нас получается портрет с однозначным доминированием нарциссического и такого хладнокровного отношения. И что можно сказать в отношении таких людей? Как с ними нужно общаться? Первое, что нужно делать. Первое, скажем так, давайте начнем с того, что не нужно делать. Нельзя никогда таких людей критиковать, ставить их авторитет под сомнение, тем более это делать при других людях. И хочу как раз-таки обратить ваше внимание, то, что в последнее время в публичном пространстве, да, вот как раз политические скандалы последнего времени, они как раз-таки включают такую вот ситуацию, когда президент Украины как раз-таки не проявил достаточное уважение, когда он позволил себе усомниться в заслугах Трампа, да, в
его влияние, в той позиции, которую он отстаивает, и, в общем-то, это имело свои последствия. И в соответствии с этим, что нужно делать? Нужно максимально подчеркивать вот это вот их высокий статус, гениальность, правильность их мнения, который они сами пытаются поддержать. И с этой точки зрения себя очень правильно ведет как раз-таки президент противоположной воюющей стороны, который хвалит Трампа, который делает ему комплименты, и Трамп неоднократно повторял то, что президент России назвал его гением. Ему это очень, видимо, польстило, и мы видим, что вот здесь вот как раз такая тоже эмоциональная вовлеченность в вот этот публичную оценку, в оценку, она характерна как раз-таки для нарциссических личностей, потому что, по сути, человек такого высокого уровня, да, социального уровня, он мог быть менее чувствительным к внешней оценке, но мы видим, что здесь как раз-таки эта чувствительность очень высокая, и можем сказать, что вот это вот его чувствительное отношение, ранимость, которая в данном случае проявляет себя как уже нейротизм и которая характерна как раз-таки для людей с нарциссическим характером, вот эта вот чувствительная, уязвленная самооценка, она здесь тоже максимально проявлена в данных ситуациях. Ну что, друзья, в принципе, это все, что я хотела на сегодня рассказать. Возможно, будут какие-то дополнения. Мы это обсудим на отдельных стримах, которые мы будем делать по обсуждению данных роликов. Пожалуйста, напишите, если у вас остались какие-то вопросы или дополнения. Возможно, я забыла что-то сказать. Напишите это под видео. Если вам интересна данная тема, смотрите те видео, которые я порекомендовала. И спасибо за внимание. Всего хорошего.